Привет, друзья! Сегодня продолжаю тему из ненужных вещей. Ненужные вещи – это у меня старые джинсы. Итак, вот я вырезала штанину от старых джинс, то есть вырезаем любые части, которые есть, и начинаем шить. Шить я буду покрывальцы. Итак, ну вот я вырезала одну штанину, мне так удобно. Беру блюдце, можно взять циркуль и нарисовать нужный диаметр круга. Стараюсь круг взять такой величины, вот можно и побольше, в принципе, было бы взять. Примерно меряю, какие штанины, да, у меня вот самую вот меньшую часть, потому что одна идет больше, другая меньше. Вот самую меньшую часть такого диаметра можно вырезать круги. Итак, я беру вот блюдцами, беру мелок и начинаем обрисовывать вот такие круги. Сколько нужно кругов, будет зависеть от величины коврика или покрывала. То есть это может быть и коврик под ноги, и покрывало на диван, кровать, подстилка на табурет, да что угодно. Итак, рисуем и вырезаем. Вот мои вырезанные кружочки. Вот сколько. Дальше что я делаю? Я складываю вот так пополам. И здесь вот ставлю меточки. Серединку. Вот. Есть одна серединка, да? Вот как бы диагональ. И теперь складываю вот эти точка к точке. Вот так. И здесь ставлю тоже точечки вот такие. То есть определили 4 точки, да? Дальше берем линейку. И вот от точки до точки меряю вот это расстояние. У меня оно получается 10 сантиметров. Вот. 10 сантиметров от точки до точки. После того, когда я померила вот это расстояние, да, определила, я вырезаю, я уже подготовила вот кусочек картона, который и идет вот 10 на 10 сантиметров. Вот. От точки к точке. Вот так. Для чего это нужно? Дальше. Можно взять какую-нибудь цветную ткань какую-нибудь. Я буду делать из тюли. У меня остаток тюли вот такой вот есть. Это я шила себе занавески в спальне. И у меня вот в длину, да, вот было много, получается, высоту вернее. И остался вот кусок, 2 таких куска. И, соответственно, что я делаю? Я вырезаю вот такие квадраты из старого тюля ненужного. То есть этот кусок у меня больше никуда не пойдет, а вот тут как раз удобно. А вот как я вырезаю на тюле, обрисовывать пробовала неудобно, так как тут тюль просвещается. Я и мелом пробовала, вот, и таким вот цветным мелочком. Получается, остаются первые следы, во-вторых, не очень четко вырезаешь и неудобно. А вот просто прикладывая картон снизу и вот по картону пальчиками придерживаем со всех сторон вот так. И очень удобно вырезать, быстро, удобно. Вот так вырезала, поправила все. И вот у меня квадрат готов. Вырезаем такое же количество квадратов, как у нас кружочков. И у нас вот так вот потом будет получаться.
здесь у нас прошиваться будет. Ну, вот такие вот, я примерно покажу, какие элементы, вот что это будет, вот сам вид. Я так приложила, мне понравилось рисунок. Это для того, чтобы вы себе могли что-то подобрать. Если вы хотите, например, вот из ткани, да, ну, я не вырезала, так как я не собиралась из ткани, но приложу и покажу вам. Ну, вот так, тоже очень интересно получается, если внутрь вкладывать вот цветную какую-нибудь ткань. Тоже прикольно, и такой веселый тоже коврик получится. Что мы делаем дальше? Вырезаем необходимое количество квадратов. Вырезала квадраты. Вот такая же кучка. И дальше берем круг, ставим квадрат, вот так, и обводим мелом. Есть. Обрисовали. Берем второй круг. Подкладываем, складываем, вернее, лицо к лицу. Можно приколоть булавками. И прострочить. Вот, с одной стороны только строчку дать. Если хотите, можно приметать вот одну, потом обрисовать вот от линии, да, приметывания, следующий квадрат, вот здесь, да, здесь определить следующую линию, дальше следующий круг взять, точно так же приколоть, прострочить. И вот такую полоску будем делать. Но я буду делать постепенно, спешить мне некуда. Я не буду приметывать, я буду прикалывать и прострачивать сразу строчку, делать на машинке. Вот, сделали строчку. Теперь убираю булавки. Теперь, чтобы у меня получалось все вот потом по одной линии ровно, я беру квадрат свой и вот от линии, от этой, вот представляю к этой линии ровненько. Вот так. И рисую дальше квадрат. Вот так. Снова прикладываю круг к кругу ровненько. Можно было бы, вы скажете, нарисовать на всех кругах квадраты, да, и потом там сказать, да, можно, ну, более хлопотно, неудобно. Иногда все равно где-то чуть-чуть закосишь квадрат и неровно чуть поедешь, потом тоже неровно получается. Вот таким образом, сколько я делала, то получается более ровно, более красиво. Делаем снова строчку. Вот так получается. Ну и дальше следующие также пришиваем. То есть все точно так же. Вот. Следующую вот будет. И сколько, ну тут уже зависит от того, сколько в ряду будет кружочков, да, это зависит от того, какого размера вы хотите, к примеру, покрывало. Ну, то есть вот у нас получается 10 сантиметров сторона, да, ну, соответственно, 5 штук, это будет 50 сантиметров, может быть, это просто коврик под ноги, да, там, либо там 10 штук, это уже метр ширина, ну, то есть вот так. Итак, прошиваем ряд. После этого
следующий ряд точно так же можно нашить сначала необходимое количество рядов из кругов и затем эти ряды соединить. Можно рядами вот шить первый ряд, второй прошили, соединить с первым. Тут уже на ваше усмотрение, как вам удобно, так вы и будете это делать. Прошиваем ряды. Вот я прострочила, соединила 2 ряда по 10 штук, 10 кружочков. Вот изнаночная сторона, вот лицо, да. Теперь следующее, что мы делаем, мы эти 2 ряда соединяем между собой. То есть сейчас я скалываю вот таким вот образом, тоже чтобы попали ровненько-ровненько вот эти полосочки между собой. Итак, соединяем, скрепляем и тоже прострачиваем. Вот так сколола. И теперь прострачиваем вот по этой линии. Вот, прострочила я. Теперь выворачиваем вот так на эту сторону. Вот так получается. Дальше пристрачиваем следующие и следующие ряды. Ну, то есть сколько рядов у вас получается, зависит, как я уже говорила, от величины. Прострачиваем теперь все ряды. Сшила я все круги, все ряды между собой, и получилось вот такое у меня покрывало, да. Вот с другой стороны такими квадратами получается. Дальше с вот этой стороны, сейчас утюг включила, греется. И теперь вот это все нужно разутюжить. Разутюжили. Вот так это все выглядит после разутюжки. И теперь я беру вот эти квадраты вырезанные, то ли из ткани, то ли из старых занавесок, да, к примеру, и вкладываем вот сюда на место, где они у нас будут. Так, поправляем. Вот так. И можно приколоть теперь булавками. Вот так я приколола, и так это все теперь выглядит. Можно сразу все приколоть булавками и потом прострачивать. Можно частями, к примеру, прикололи, прошили, потом снова часть прикололи и прошили. Прошивать вот по этим полукругам я буду зигзагом на машинке. Вот я прострочила этот кусок, и вот так получается. Ну и соответственно дальше продолжаю делать то же самое. Прикалываю и прострачиваю зигзагом. Ну вот итог моей работы. .
Нравится? Такое покрывало получилось, симпатично смотрится. Еще раз повторюсь, можно не тюль брать, ну то есть я брала тюль, да, занавески на квадратике, вот на серединке. Можно брать любую цветную ткань, будет просто совершенно по-другому выглядеть. Ну, тоже не менее красиво. Подбирайте, что у вас есть, добавляйте вашу фантазию и творите свои шедевры. На этом все. Делайте тоже. Подписывайтесь на мой канал. Смотрите мои другие видео, поделки из ненужных вещей и не только. Также подпишитесь на мой инстаграм. Там много фотографий тоже моих поделок, моих работ. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.